Сегодня мы поговорим о питании при вздутии с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. В качестве благодарности вы сможете получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. В попытках спастись от постоянного вздутия люди ограничивают себя буквально во всем. Или сами, или по назначению врача. Пациенты исключают из рациона фрукты, овощи, сладости, выпечку и так далее. А то, что остается, невкусно и грустно, да еще и не всегда эффективно. Исключая все подряд, мы лишаем себя не только удовольствия, но еще и множества питательных элементов. При этом вздутие все равно может сохраняться. А что же тогда делать? Для начала провести грамотное обследование, чтобы выявить причину. Например, целиакию, непереносимость глютена, синдром избыточного бактериального роста и так далее. При этом у большинства пациентов вздутие – это реакция на углеводы, которые плохо всасываются в кишечнике. Что это за углеводы? Группа, объединенная общим названием FODMAP. Это аббревиатура F – ферментируемые углеводы, A – олигосахариды, T – дисахариды, M – моносахариды, а NP – полиолы. Вот основные подгруппы углеводов FODMAP и продукты, в которых они содержатся. Фруктоза, мед, фрукты, яблоки, манго, груши, арбуз, лактоза, молоко, молочные десерты, йогурт, сахарные полиолы, включая сорбитол и маннитол, авокадо, грибы, жевательная резинка, фруктаны, пшеница, лук, чеснок, галакто-олигосахариды, ГОС, бобовые, соевое молоко. Почему продукты с углеводами FODMAP вызывают вздутие? Они не всасываются в кишечнике, но отлично перерабатываются бактериями с образованием газа. У здоровых людей вздутие может возникать из-за избыточного потребления продуктов с FODMAP, например, чересчур большого количества фруктов, в которых много фруктозы. Но есть пациенты, которые плохо реагируют даже на нормальное количество углеводов FODMAP, например, при непереносимости лактозы или любой другой группы углеводов. А еще бывает так, что пациент страдает от функционального заболевания, при котором нормальное количество газа в кишечнике ощущается как избыточное. Например, это может быть синдром раздраженного кишечника или функциональное вздутие. Рецепторы неправильно интерпретируют сигналы, человек испытывает сильную боль и чувство распирания живота. Это называется висцеральная гиперчувствительность. Что делать? Здесь приходит на помощь диета Low FODMAP. Low – пониженный. Большинство исследований оценивает действие диеты при синдроме раздраженного кишечника, но при вздутии она тоже оказалась эффективной. Диета состоит из 3 этапов. Сначала мы исключаем все продукты с высоким содержанием FODMAP. Не пугайтесь, не навсегда, а на период от 2 до 6 недель. За первые 2 недели оцениваем эффект от диеты. Если вздутие уменьшается, диету продолжаем. Если эффекта нет, прекращаем. Постепенно, по одному, вводим продукты с FODMAP и отслеживаем реакцию. Эта диета не только лечебная, она еще и диагностическая. С помощью этого метода мы понимаем, на какие продукты и в каком количестве возникает вздутие у конкретного человека. Очень маловероятно, что организм реагирует абсолютно на продукты, содержащие FODMAP. Последний этап – этап поддержания диеты. Здесь важно составить полноценный рацион, богатый всеми питательными веществами. Продукты, которые пациент переносит хорошо, возвращаем в употребление. Умеренно переносимые продукты, с осторожностью, соблюдая комфортное количество. Плохо переносимые продукты исключаем, насколько это возможно, но периодически рекомендуется снова их пробовать. Есть вероятность, что со временем реакция уйдет.
Соблюдая диету, важно помнить, что даже разрешенные продукты нужно есть в умеренном количестве, потому что они тоже содержат фруктозу, а еще клетчатку, и их избыток может вызвать вздутие. Как видите, не нужно бездумно исключать все продукты подряд. Любые ограничения, особенно строгие, должны быть обоснованы. С диетой Low FODMAP можно питаться вкусно и разнообразно, при этом не страдая от вздутия. Такой подход позволяет повысить качество жизни и, кроме вздутия, снизить проявление депрессии, тревоги и усталости. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!